Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 5 хороших моноблоков под разные задачи для тех, кто не хочет заморачиваться с ПК, ноутбуками, кучей проводов, подключением разных устройств. Найдутся варианты для учебы, и для домашнего использования, и для офисной работы, и если очень захотеть, для гейминга и деятельности в сфере дизайна, 3D-моделирования, рендеринга. Так что по итогу каждый присмотрит себе 1-2 варианта. Если что-то понравится, на все модели есть ссылки в описании под видео. Там сможете и цену актуальную посмотреть, и отзывы почитать. Познакомиться поближе в общем. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим! На пятом месте стоит Acer Aspire C24-1610. Это самый доступный моноблок во всем рейтинге с ценником бюджетного ноутбука. Базовый с простейшим железом. Только тут у нас вместо маленького экранчика полноценный 24-дюймовый дисплей на IPS-матрице с Full HD разрешением. Конечно, феерическим его не назовешь, но для базовых задач всего хватает. И цветопередача неплохая, и насыщенность, и контрастность. Картинка получается яркой, четкой, с деталями. В офисных программах всякие запятые и мелкие знаки отображаются хорошо, а во время просмотра фильма назвать изображение блеклым язык не поворачивается. По сути, серфинг в интернете, легкая офисная работа, сериальчики, мемчики и переписки в соцсетях – это все, на что способен Acer Aspire. Все-таки Intel N200 на своих 4 ядрах будет только чихать и пукать, если заставить его запустить тяжелый проект в монтажке, в фотошопе или каком-нибудь блендере. Да и не для того Intel N200 здесь стоит. Нам главное, что свой минимум он отрабатывает без лишнего гемора и тормозов. Оперативки на 8 гигабайт, конечно, маловато, чтобы запускать сразу 5-7 программ, но парочку приложений тянет без особых сложностей и нагрева. Да, еще тут SSD-шник на 256 гигабайт. Если вы не собираетесь хранить на нем фильмы и тяжелые игры, то можно не переживать. Всякие фоточки, короткие видео из жизни, рефераты и документы поместятся. Кстати, уточню, что тут в комплекте идут даже беспроводные мышка и клавиатура, так что их не придется докупать. Ну и плюс еще предусмотрены веб-камера, динамики и микрофон. В общем, из коробки есть все для созвонов, видеоконференций и просто общения. На 4-м месте моноблок подороже – Digma Pro Unity. Для тех, кто ищет что-то в среднем бюджете. Экран тут базово плюс-минус такой же. Может и есть какая-то небольшая разница во второстепенных параметрах матрицы, но основные характеристики в лице разрешения, частоты обновления и диагонали не изменились. IPS Full HD 24 дюйма. Изображение четкое, контрастное. Есть, конечно, обычная болячка в виде засветов на темном фоне по краям, но в глаза они не бросаются, да и видны редко. А вот заметный апгрейд относительно прошлого Acer коснулся производительности. Во-первых, 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 поколения и SSD-шник на 512 гигов. Да, не DDR5, но и моноблок не из дорогого сегмента, чтобы можно было запихивать только самое новое железо. Тем более, что тут стоит i7-1255U. Так-то очень сильный процессор, с Intel N200 и рядом не стоит. 10 ядер, 12 потоков, тактовая частота в бусте доходит до 4,7 ГГц. Плюс к тому приличное графическое ядро Intel Iris Xe. И получается машина поувереннее для всяких там браузеров, Google Доков и Microsoft Office. Профессиональные программы для работы с цветом, видео и рендерингом хорошо так тянет. Да, современные игры идут разве что на низко-средних настройках графики. Но в целом все равно можно уже увереннее запускать какую-нибудь CS, Доту, Паука, Baldur's Gate и так далее. На борту также остается весь необходимый функционал для созвонов. Выдвижная веб-камера, микрофон, динамики и комплектная мышь с клавиатурой. Ну и еще набор разъемов тут обширный. 6 USB-A, 1 USB-C, LAN, HDMI и DisplayPort. Подключить можно все, от флешки до второго монитора. Третью строчку занял HyperXpert Center ED27. Вот вариант для тех, кто искал что-то с большей диагональю, на 27 дюймов. Да, у такого моноблока и стоимость совсем другая. Но все это не просто так, сами понимаете. Тем более, что тут 2К разрешения. Получается вообще отличная картинка с повышенной детализацией и плотностью пикселей. На такой можно раскинуть Photoshop, Adobe Premiere или еще что-то. Да, для профессионалов тут не хватит точности цветопередачи, глубины оттенков и гибкости настройки изображения. Но профи лучше подыскать отдельно монитор. Моноблок — это всегда компромисс, на который еще не каждый согласится пойти. Так что заоблачного качества не ожидаем.
Но насладиться картинкой все равно получится и в фильмах, и в играх, и даже просто в Excel. По производительности тоже есть обновление. Вот, например, процессор здесь i5-1240p. От прошлого i7 он отличается по большей части только 12 ядрами и 16 потоками. Основная 10-нанометровая платформа, тактовая частота и кэш-память плюс-минус на одном уровне. Но по итогу, по результатам тестов, именно i5 выходит вперед по производительности в среднем процентов так на 20. Так что и игры, и рабочие программы тут пойдут еще плавнее и резче. Тем более, что тут стоит 16 гигов оперативки DDR5 поколения. Так что относительно прошлого Дигмы этот Хайпер выходит вперед и по экрану, и по производительности. Разве что основным функционалом не отличается. Те же разъемы, только DisplayPort нет и на пару USB меньше. Те же веб-камера, микрофоны, динамики. И в целом получается очень приличный моноблок для задач чуть посложнее, чем офисные. На втором месте MCI Pro AP272P. Моноблок примерно за те же деньги, которых стоит прошлый Хайпер. Тоже на 27 дюймов, только с Full HD разрешением. Но этот MCI я решил добавить для тех, кто ищет максимум производительности. Его главный козырь Proц i7-14700. Новенький, свеженький камень последнего поколения, вышедший в начале 2024 года. Его внутренности состоят в общей сумме из 20 ядер. Да, только 8 из них производительные, которые реально батрачат, и 12 энергоэффективные, чисто для поддержания штанов. Но с тактовой частотой до 5,4 ГГц все равно звучит мощно и многообещающе. Жаль только, что нет дискретной видеокарты, все-таки нужно же сохранять утонченный элегантный дизайн. Собственно, по этой причине я и не могу никакой моноблок порекомендовать для 4К игр и 3D моделирования. Без полноценной видеокарты особо ничего не наловишь, хотя процессор все равно хорош. Он больше подойдет под нагрузку какой-то серьезной мультизадачностью, здоровыми базами данных и объемными файлами. Бог с ним, на любительском уровне или хотя бы с навыками среднестатистического специалиста можно открыть какой-нибудь Photoshop, Premiere, Blender и действительно в удовольствие поработать. Но помните, без фанатизма. Плюсом добавляются 16 гигов ОЗУ последнего поколения и целый терабайт SSD. Так что в плане хранилища вообще все на уровне. Неизменным остаются только все остальные опции. Обычная веб-камера, простой микрофон и такие же динамики. Созвониться по работе, принять участие в конференции или просто маме набрать. Ну и комплектные мышка с клавиатурой тут разве что немного качественнее. На первое место я поставил топовую модель Aspire S32-1856. Acer рейтинг открыл, Acer его и закроет. Эта модель скорее символизирует, что называется, цена-качество. Упор и на производительность, и на эргономику, и на изображение. И все за вменяемые деньги. Все начинается не с такого простого функционала. Например, вебка. Во-первых, их тут две. Одна базовая на Full HD, с коллегами созвониться, рабочие вопросы обкашлять. Другая с 2К разрешением и кольцевой подсветкой для принятия участия в совещании среди директоров. Во-вторых, они магнитные, то есть в любой момент можно отстегнуть и ничего не придется изолентой заклеивать. А можно и вот такую лампу присоединить для освещения рабочего места. Она даже по яркости и теплоте настраивается. Далее, видите подставку? Прямоугольный брусок имею в виду. Вот сюда на поверхность встроили тачпад. Можете пальцем возить вместо мышки, можете стилусом рисовать. Видимо, это сделали в качестве компенсации за несенсорный экран. Но в целом удобно, жаловаться не на что. Над динамиками тоже поработали и прикрутили сабвуфер на 10 Вт. Да, скромненький, хиленький, но сам факт. Саб в моноблоке. Что-то похожее я встречал разве что в хуавеевском мониторе. Но у него и ножка выглядела как саб. В общем, что по первостепенным характеристикам. Сначала огромный экран на 31,5 дюйма с 2К разрешением. Частота обновления так и остается на уровне 60 Гц. Но в целом моноблок для работы, а не игр, поэтому другого и не ожидалось. Главное, что картинка выходит действительно яркой, сочной, четкой, насыщенной, с точной цветопередачей. Ну что говорить, надо своими глазами увидеть. Железо только тут попроще. 12-ядерный i7-1360p с частотой от 2,2 до 5 ГГц и 16 гигабайтами оперативы DDR4 поколения с полутерабайтным SSD-шником. По FPS и в целом производительности, конечно, прошлый MCI отрывается вперед. Но если хотите просто красиво, удобно работать, выполнять офисные задачи или еще какие, этого вам хватит не на 1 год вперед.
Тут и экран вон какой, и эргономика на высоте, и функционал, и железо хорошее. В общем, за такой баланс по всем параметрам я и отдал этому моноблоку первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.